Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. В этом видео создадим модель шкива, и при работе с ним будем использовать инструменты вращения и паз. Будем работать в верстаке PartDesign. Создаю новый проект. Меняю название. По-английски шкив Pulley. Добавляю тело. Создаю эскиз. Выбираю плоскость XZ. Жму на ОК. Включу сетку. Беру инструмент создать линию по точкам или полилиния. Это будет очень простой шкив для плоской ременной передачи. Сейчас такие, наверное, используются уже очень редко, может вообще не используются, но как учебный пример вполне подойдет. Тут у меня появилось ограничение, оно мне не нужно. Я сейчас его споймаю мышкой и удалю. Так, закрываю. Нахожу инструмент вращения и нажимаю на него левой клавишей. Написано неправильное пересечение оси вращения. Сейчас я ее изменю на горизонтальную. Вот так. Ну, получился грубовато, но получился. Больше похож на бобину. Но ничего страшного. Так. Здесь указан угол вращения 360 градусов. При необходимости его можно изменить. То есть, если вот сделать так, то в нашей детали будет вырезан вот такой сегмент. Сегмент нам не нужен. Я ставлю опять 360 градусов. Нажму на ОК. А теперь вот в этой торцевой плоскости мы сделаем паз. Но для начала я сделаю отверстие. Пусть будет, не помешает. Создаю эскиз. Выбираю инструмент «Создать круг по центру». Пусть будет дюйм. Ограничиваю размер. Ровно 1 дюйм. Жму на ОК. Закрываю.
Использую инструмент карман. Увеличиваю длину до тех пор, пока наш шкив не прорезан насквозь. Жму на ОК. А теперь сделаем вот здесь еще прорезь. Так. Далее кликаю по детали левой клавишей, затем правой. Переключаю прозрачность. Мне необходимо видеть, что там у нас внутри. Создаю эскиз. Плоскость XZ. Окей. Деталь развернула, но страху нет. Нам с любой стороны можно делать паз. Беру инструмент полилиния и рисую. Никаких размеров я не придерживаюсь. Вам, если надо будет, зададите размеры, необходимые для вас, и будете их использовать в своей работе. Закрываю. И использую инструмент паз. Создать паз выбранным эскизом. Так, нам нужна не вертикальная ось эскиза, а горизонтальная. Окей. Левая клавиша мышки, правая. Переключаю прозрачность. Все, возвращаю детали в исходное положение. Вот такой получился у нас паз. С обратной стороны можно сделать точно так же, используя этот принцип. Надеюсь, что этот урок был вам полезен. Благодарю всех за внимание. Желаю удачи, до свидания, до встречи в новых видео.